Приветствую, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня мы начинаем новую серию мастер-классов по вязанию крючком. И это не просто игрушка, а настоящий огненный аликорн. Это будет подробный пошаговый мастер-класс, и в первой части я расскажу вам все о самой игрушке, ее особенностях и вариантах, которые вы сможете связать по одной схеме. 2026 год пройдет под знаком красной огненной лошади. И именно она вдохновила меня на создание этого образа, яркого, динамичного, с характером и душой. Но самое интересное, по этой одной схеме вы сможете связать как минимум 4 разных игрушки. Когда я разрабатывала образ этой аликорн, вдохновением для меня послужила принцесса Селестия. Точнее, ее альтер-эго из вселенной «Моя маленькая пони». Но я хотела создать свою уникальную версию с мягким добрым характером, чтобы игрушка получилась не устрашающей, а волшебной и нежной. Если вы хотите связать именно персонажа, вы легко сможете адаптировать образ под свою задумку. К примеру, изменить цвет глаз, добавить ресницы или наоборот убрать их, добавить клыки и вышивку и так далее. Я же даю вам базу, а дальше все зависит от вашей фантазии. Каждая аликорн может быть особенной. Это может быть классическая лошадка, единорог, пегас или волшебная аликорн с крыльями и рогом. Все варианты собираются по одной базе. Вы просто выбираете, какие детали добавить. Игрушка выполнена в технике амигуруми, и я постаралась сделать ее максимально анатомичной, с красивыми изгибами, плавной формой тела и выразительной мордочкой. У нее большие глазки, милое выражение лица, копыта, корона, нагрудник и, конечно, роскошная грива, с которой можно поиграть и придумать свою прическу. Вы можете экспериментировать с цветами, создавать свои палитры и образы. Гриву можно оформить по-разному. Можно связать, сделать из нитей или добавить пряжу с текстурой. Отдельно хочу рассказать про крылья. Я вложила в них много внимания и стараний. Они цельновязанные, без пришивания отдельных перьев, с мягкой, округлой формой, которую легко адаптировать под свой стиль. А главное, внутри крыльев встроен проволочный каркас, поэтому вы можете придавать им любое положение, расправить в полете, сложить за спиной или даже сделать легкий плавный изгиб. Это делает образ особенно живым и подвижным, добавляет динамику и характер игрушки. Мастер-класс я сделаю максимально понятным, чтобы его могли пройти даже новички. Пошагово, спокойно, с объяснением каждого действия. И как всегда, видео сопровождается субтитрами более чем на 20 языках. Если языка вашей страны нет, напишите в комментариях, и мы постараемся его добавить. Ну что, вы готовы связать свою волшебную аликорн? Сейчас мы подробно разберем все материалы и инструменты, которые вам понадобятся. А пока напишите, какую версию вы бы связали. Лошадку, единорога, пегаса или огненного аликорна. Итак, теперь что касается материалов и инструментов. Вязать я буду из тоненькой пряжи. Это Ярнар Тетамин, производитель Турция. Стопроцентный акрил. В 30 граммах 180 метров. Основной цвет белый 421. Я вязала из остатков. В принципе, одного моточка должно хватить, но лучше, чтобы у вас в запасе было еще немного. Оранжевый и желтый цвет. Желтого нужно будет немного больше. Цвет 439 желтый и 446 оранжевый. Черный и зеленый. Этих цветов нужно по чуть-чуть. Это для глазок. Зеленый цвет 438
черный 422. Для наполнения игрушки я использую холофайбер. Также потребуются иголочки для разметки, пришивания и вышивки. Я вяжу крючком номер 1. Также потребуются ножнички и маркеры для разметки. Итак, по материалам и инструментам это все. Надеюсь, мастер-класс будет вам полезен и интересен. Поддержите, пожалуйста, лайком, напишите комментарий, дайте обратную связь. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. В следующем видео мы начнем с вами вязать. Вдохновения, хорошего настроения. Пока-пока.